Скорость можно поставить побольше, вылет поменьше ставлю. Но нужно делать очень аккуратно, чтобы не перетравмировать рубец. Базовые тона и более теплые. Сейчас я хочу добавить в сосок более розового цвета, эскиз более яркой красной ручкой. Сейчас мы нанесем анестезию минут на 20. В это время я буду заниматься подбором оттенков. Сейчас я буду закреплять эскиз. Вторым этапом я еще раз прохожусь по нижней части ореолы, потому что сюда у нас падает тень, света сюда падает меньше. Ну вот, у нас есть легкий край. Основной цвет ореолы — это у нас номер 2. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Hanafi Colors Pigments. Меня зовут Елена Соло. Сегодня я буду делать очень интересную процедуру воссоздания реалистичной ореолы груди после мастектомии. Я мастер перманентного макияжа с опытом 8 лет. Также я художник-портретист с медицинским образованием. Работаю во всех техниках перманентного макияжа. Провожу благотворительные процедуры по воссозданию бровей в волосковой технике страдающим аллопецией, как женщинам, так и мужчинам и детям. А также процедуру по воссозданию ореолы груди после мастектомии. Работу я буду выполнять пигментами Hanafi из сета Павла Сомова и Ирины Максимовой для создания реалистичных ореол. Картриджи мне понадобится 3 конфигурации. 30-й Round Magnum, 7-ка Round Magnum, и для более точечных элементов мне понадобится трешечка 3RS. Была проведена мастектомия левой груди, а также был вставлен имплантат. Сосок здесь не был восстановлен хирургически, мне нужно будет его максимально естественно изобразить с помощью перманентного макияжа. Цвета для нашей ореолы, разумеется, я подбираю под цвета ореолы здоровой. Сейчас мы приступаем к отрисовке эскиза, намечаем положение соска и положение самой ореолы. Это делаем мы в положении сидя, чтобы у нас было максимально симметрично отношение соска и ореолы левой к правой. Подбор цвета мы делаем тоже сидя, так как в положении сидя ореола и сосок наливаются кровеносные сосуды, и цвет становится более теплым. Когда человек ложится, цвет ореолы становится более холодным. Эскиз я отрисовываю белым карандашом Hanafi. Использую для измерения сантиметр. Очень важно прорисовать центральную линию, ось симметрии между двумя грудями, чтобы у нас получилось расположение симметричное. Я измеряю расстояние от здорового соска до линии симметрии. И это же расстояние отмеряю на нашу ореолу. Сосок у нас будет располагаться вот где-то здесь. Диаметр ореолы 5,5 сантиметров. Я расставляю точки. Я фиксирую эскиз более яркой красной ручкой. Сейчас мы нанесем анестезию минут на 20. В это время я буду заниматься подбором оттенков. Какой будет у нас основной тон ореолы, каким цветом мы будем делать сосок, блики, полутень и тень. Можем наносить анестезию. Для удобства в работе, чтобы салфеточка наша не ерзала, мы ее закрепляем прозрачным скотчем по окружности. Анестезию я буду использовать Мезонамп. Нанесу я ее минут на 20. Пока буду заниматься подбором цвета, как раз уже наша кожа будет готова. Все будет обезболено. Основной цвет для общей площади ореолы я беру из сета Ирины Максимовой. Это пигмент номер 2. Но поскольку в зажившем виде у нас ореола будет более холодного цвета, более приглушенного, я его заблаговременно подтепляю. Из сета Павла Сомова ореола Pro 1 и ореола Pro 2 добавляю буквально по 2 капли и немножечко чуть осветляю пигментом из линейки камуфляжа номер 2. Буквально 2 капли. Для затемнения полутеней и каких-то моментов, которые нам нужно затенить, я использую микс номер 4 и номер 5.
А для самых темных мест я использую номер 5. Для бликов я использую камуфляж номер 6 цвет. Для соска я использую цвет Soft Beige. Это розово-коричневый такой цвет. Под нашу ореолу прекрасно подходит. А теперь давайте поговорим поподробнее про пигменты, которыми я сегодня работала. Основной наш цвет был пигмент ореола номер 2 из сета Ирины Максимовой. Продемонстрирую, как он выглядит в чистом виде. Этот цвет я немножечко подтепляла двумя пигментами из другого сета Павла Сомова. Ореола Pro 1 и Ореола Pro 2. Сейчас мы посмотрим, как выглядят эти оттенки в чистом виде. Это Ореола Pro 1. Видно, насколько теплее этот пигмент, чем предыдущая линейка пигментов. И Ореола Pro 2. Один в более коралловый, другой в более терракотовый цвет. А теперь добавлю я эти пигменты к нашему основному цвету, и мы посмотрим, что же у нас получается. Вот таким образом наш базовый цвет стал более таким теплым, более живым, я бы сказала. Цвета, которые я использовала для затемнения, это цвет Ореола номер 4 из линейки Ирины Максимовой. Вот так он выглядит в чистом виде. Но сам по себе он довольно светлый, поэтому я полутень добавляла еще Ореола номер 5. 1 к 1 я их смешивала. Так, это у нас была полутень. И Ореола номер 5 это у нас была та самая тень, самый темный пигмент. Для соска я использовала оттенок губной линейки Soft Beige. Он не такой уж и бежевый, он розово-бежевый. В данном случае для нашего соска он был наиболее подходящим. Ореола, чтобы она выглядела живая, необходимо использовать, ну, в лучшем случае, как минимум 4-5 оттенков, чтобы изображение у нас было живое. У производителя Hanafi есть 2 сета пигментов для ореолы. Базовые тона и более теплые. Я их использую как затеплители. Это линейка Павла Сомова. Если вы еще не знакомы с данными пигментами, вы можете приобрести мини-версии по 3 мл или же полные версии по 10 мл каждый пузырек. В своей работе с ореолой я использовала пигменты различных производителей. Сейчас я остановилась на пигментах компании Hanafi. Они меня более чем устраивают. Приобрести пигменты Hanafi вы можете как на официальном сайте, так и на маркетплейсах. А теперь давайте вернемся к процедуре. Для закрепления контура соска я буду использовать 3RS неразбавленным пигментом. Аппарат я использую Must беспроводной. Делать я это буду на небольших оборотах основным цветом. 20 минут уже точно прошло. Я промакиваю анестезию салфеточкой, чтобы не смазать наш эскиз. Вот у нас все ориентиры остались, ничего не стерлось. Сейчас я буду закреплять эскиз. Контур соска я закрепляю основным цветом, не разбавляя. На небольших оборотах это делаю. Я закрепила контур соска. Теперь мне нужно закрепить не контур, а края ореолы. Они ни в коем случае не должны быть четкими. Края ореолы должны быть легкими. Поэтому я беру 30-й раунд Magnum, беру основной пигмент и обязательно разбавляю его, чтобы у нас не было никаких засаженных моментов. Скорость можно поставить побольше, вылет поменьше ставлю. Делаю я это вот такими движениями. Ставлю иголочку вдоль края ореолы.
Сейчас пойду полностью сотру, посмотрим, что у нас останется. Если останется слишком мало след, ну, по крайней мере, покраснение кожи в любом случае останется. Будет ориентир. Ну вот, у нас есть легкий край. Этого достаточно. Я зафиксировала эскиз. Следующий наш этап. Я прокрашиваю площадь нашей ореолы основным цветом. Для заполнения общей площади ореолы я использую изначально 30-й раунд Magnum. Делать я это буду разбавленным пигментом, чтобы максимально вуально заполнять размытые края. Основной цвет ореолы это у нас номер 2 из микса Ирины Максимовой. Но я его немножечко подтепляю, буквально пару капель ореола Pro 1 и ореола Pro 2 из микса Павла Сомова. И немножечко высветляю его камуфляжем пигмент номер 2. Для нанесения сейчас вот первого лессировочного слоя нам обязательно нужно разбавить пигмент, чтобы не получить каких-то засаженных мест. Наносим очень легко. Сейчас я прокрашиваю всю площадь ореолы, кроме соска. Иду от центра к краям. Когда подхожу к краю, я его повторно не прохожусь, чтобы у нас край оставался воздушным. Поскольку здесь у нас много рубцовой ткани, укладка может немножечко требовать больше усилий, но нужно делать очень аккуратно, чтобы не перетравмировать рубец. Если что, потом докрасить можно, когда кожа немножечко успокоится. Я прокрашиваю небольшими секторами. И сейчас сотру, посмотрю, что там осталось. Ну, для первого прохода достаточно. Иду дальше. Изначально у меня нету цели очень плотно закрасить этим цветом ореолу, потому что какие-то места у нас будут более светлыми. С 30-м магнумом мы можем работать под углом 45 градусов, круговыми движениями. Можно маятником работать, кому как удобно, по часовой или против часовой стрелки. Кожа у нас рядом с рубцом не такая оказалась чувствительная, как сам рубец. Наша модель чувствует болезненные ощущения на рубце.
Рубец в данном случае быстрее закрашивается, это очень хорошо. И он краснеет еще быстрее. При вкрашивании нам очень важно натяжение кожи во все стороны, чтобы игла не просто пружинила, а именно вкрашивала цвет. Вторым этапом я еще раз прохожусь по нижней части ореолы, потому что сюда у нас падает тень, света сюда падает меньше, поэтому нижняя часть ореолы, нижняя половина, она более затенена. Сейчас еще раз буду здесь проходиться. Какие-то места не прокрасились у нас магнумом, он довольно-таки плоский. Эти места я докрашу маленьким 7-м магнумом чуть позже. Следующим этапом я вокруг ореолы выделяю более темное место, центр. Прокрашиваю, то есть половину ореолы внутри. К краям я сейчас больше не подхожу. Тоже это я делаю основным цветом. Чтобы более детально проработать те места, где не подлез крупный магнум, я беру магнум 7, он поменьше. Для большей детализации работы я его использую. Сейчас я доработаю те места, которые остались пустые. Я не пытаюсь закрасить все одним цветом, чтобы ореола наша была живая, не плоская. Если будут какие-то пятнышки более темные, это неплохо. Какие-то светлые. Рубец у нас выходит за зону процедуры. Сейчас он покраснел. Когда кожа была спокойна, рубец был абсолютно белый. Единственное, что со стороны в подмышечной падины здесь есть несколько сосудиков, это можно будет убрать лазером. Но они
в принципе, когда кожа спокойна, их практически незаметно. Участки рубца, которые светлее кожи, мы их можем закамуфлировать в цвет кожи, а сосудики, которые идут по рубцу, их можно удалить с помощью лазера. Сейчас я немного проработаю сосок, пусть ореола отдохнет немного. Прорабатываю основным цветом, кроме места, где у нас будет блик. Теперь я края соска пока основным цветом начинаю прорабатывать, чтобы подчеркнуть объем. Чтобы оттенить сосок по бокам, кроме верхней части, я использую второй цвет. Это у нас номер ореола номер 4 и номер 5. Чуть-чуть ставлю больше вылет иглы. Затеняю нижнюю границу и по бокам. Верхнюю границу я не замыкаю, потому что сверху у нас на сосок падает цвет. У соска можно прорисовать какой-то рельеф, какие-то складочки. Не бывает абсолютно плоских сосков. Обязательно есть какая-то рельефность у соска. Штрихую я от контура к центру, таким образом создавая объем соску. Сейчас я хочу добавить в сосок более розового цвета, потому что в соске у нас очень много кровеносных сосудов, и он всегда у кого-то красноватый, у кого-то розоватый. Софт-беж – это губной пигмент, но он отлично нам подходит для оттенения соска. Если кажется, что он слишком красный, можно его немножечко успокоить нашим основным цветом номер 2, которым я полутени изображаю. И получается у нас такой сложный цвет, естественный, но сложный. У нас есть самый темный цвет, это номер 5 из линейки Ирины Максимовой. Им я аккуратненько подведу нижнюю часть соска. Это самое темное место. Сейчас сосок пусть отдохнет. Я возвращаюсь к детализации самой ореолы. Делать я это буду 7-м магнумом. Намечать некоторые складки, или же тут можно сделать несколько бугорков Монгомери.
есть более темные места, они как раз у нас подходят под эти бугорки. Намечать я их буду основным цветом. Поменьше поставлю обороты, основным цветом не разбавленным. Подвожу я их снизу и по бокам. Вверх я не трогаю, не замыкаю. Здесь тоже можно 1 грамм сделать. Также мы можем наметить складочку орбитальную. Которая у нас будет с радиальной соединяться. Здесь тоже у нас может быть складочка. Намечаю очень аккуратно, чтобы не было никаких четких линий. Намечаю я гранулы Монтгомери основным цветом, чтобы не было слишком темно. Потому что они не слишком выпуклыми должны быть. Складочки тоже намечаю. Более темные места я потом доработаю мелкой иглой. Теперь я беру 3RS для детализации бугорков Монтгомери и некоторых складочек. Прорабатываю я их для начала основным цветом. Отбрасываю цвет от бугорков Монтгомери по бокам и вниз. Вверх, конечно же, не замыкаю. Аккуратными движениями, чтобы не засадить пигмент. Основным цветом для того, чтобы сделать мягкую тень. Там, где нужно, я возьму для полутени оттенок номер 2, который потемнее у нас. Сейчас я для большей детализации наших складочек и бугорков Монтгомери буду использовать основной цвет плюс полутень, мягко их выделяя, чтобы ни в коем случае какие-то четкие контуры не получить. Более темным цветом мы можем эти складочки выделить только в центре складки. Сейчас чуть-чуть добавлю теней и потом к бликам перейдем. Поскольку сосок у нас выпуклый, от него должна падать тень. Сейчас мы уже скоро будем заканчивать выставлением бликов. И я отпущу нашу модель на заживание. Посмотрим, как все приживется. Через месяц мы встретимся на коррекции. Возможно, я поменяю формулу цвета. Сделаю чуть теплее или наоборот более песочным цветом. Все-таки самое темное место — это у нас низ соска. Я его еще раз проработаю, чтобы он был у нас пообъемнее.
Ореол у нас уже выглядит довольно-таки живой, но не хватает немножечко бликов. Буквально в несколько точек поставлю сейчас блики. Это у нас... Я решила смешать камуфляж 6 плюс камуфляж 2, чтобы он не был такой прямо сильно белый. Буквально на соске несколько точек. Чтобы не перетрудить кожу, нужно в какой-то момент остановиться, дать зажить нашей ореоле. Какие-то более контрастные моменты в зажившем виде, они будут не такими контрастными, будет выглядеть мягче. На коррекции добавим цвета туда, куда нужно, возможно, поменяем немножечко оттенок и добавим контраста туда, куда требуется. А сейчас мы заклеиваем нашу ореолу после процедурной пленкой, которую клиентка снимет через 5 дней. Ей ничего не нужно будет ни мазать, ни протирать. Это послепроцедурная тату-пленка, она сделает весь этот процесс за нее. Ну вот, наша процедура закончена. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментарии под этим видео. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Всего хорошего, всем пока!